Итак, всем добрый день. Я намеренно закрыла чат для того, чтобы вам подарить этот ритуал и не потерять время на разъяснение, объяснение, как обычно происходит. Вчера мы с вами встретили Вальпургиевую ночь. Я объяснила, откуда это понятие Вальпургиевой ночи. Уже не первый раз объясняю. Если есть желание, откройте на моем канале и просмотрите лекцию про Вальпургиеву ночь и вообще про святую Вальпургию. Или можете открыть «Встречаем Вальпургиеву ночь вместе» ролик, где я немного объяснила и сказала, во сколько у нас с вами будет проходить прямой эфир, трансляция, что где мы с вами сделали уже чистку, и призыв защиты, и призыв удачи и прочее. Я сказала, эти ритуалы можно использовать, естественно, и в другие дни. Просто Вальпургиева ночь – это время, когда двери открываются, и приходят души близких и любимых людей, ушедших, которые приходят, чтобы вас защитить. Одним словом, я тогда объяснила вам, что и как. Мы на подоконниках оставили откуп, оставили угощение мертвым, оставили полуоткрытые окна и прочее, прочее. Тем самым набрались огромной энергии и силы. К сожалению, во-первых, из-за постоянных вот этих сбоев в интернете, потом очень много писали, очень много было людей в чате. Правда, от этого, ну, бывает, иногда тупит интернет, но не до такой степени. И, кроме всего прочего, энергия была настолько сильная этих работ. Почему я говорю, что совместные работы, они помогают нам вместе достичь огромных результатов, потому что соединяется воедино эта огромная энергия. Мы все вместе призываем определенную силу. И, значит, заклинило. Вот остановился эфир, не загрузился. Может быть, кто-то пытался опять накрутить эти лайки и дизлайки, как эти твари всегда делают, потому что было предупреждение, во сколько будет эфир. Естественно, может быть, кто-то и готовился к этому. Но неважно. Дело в том, что выкидывает иногда с эфира, и все, и вот просто останавливается эфир. И я миллион раз внизу написала, что сегодня уже прямого эфира не будет. Мы с вами все успели сделать. И если бы люди просто меня услышали, вышли из чата, эфир бы загрузился. Но поскольку я уже не знала, каким образом до них донести, что эфир остановился, начались тупые вопросы, и о чем мы будем, куда ставить, куда отнести, хотя было объяснено и уже изначально. Поэтому этот эфир грузился и грузился без конца. Он мне уже на нервную систему подействовал реально. Я просто взяла и удалила. Но мы с вами провели эту чистку, и нормально, и достаточно. Мы с вами это смогли сделать, знаете, самое важное. А ритуалы сейчас отдельно я вам подарю, чтобы они у вас остались. Вот эта защита через силу огня, дорогие друзья, его нужно проводить хотя бы раз в месяц, особенно в такие кризисные времена, как у нас сейчас, для того, чтобы обезопасить себя и свою семью от всего и всякого. Да, в начале эфира вчера я сказала, что ходят врачи, делают какие-то анализы на дом. Вы имеете полное право их посылать и не открывать двери. Никто не вправе заходить в ваш дом и делать вам какие-то анализы. Анализы делают люди, когда они болеют. Им платят большие деньги за этот барановирус. И вот они делают специальные анализы и приписывают все, что угодно этому вирусу. Просто на пустом месте. Потом начинается отбирание детей, ОМОНы, спецназы по домам, понимаете? Все, посылайте их лесом, и все. Никто не имеет права делать никакие анализы никому без их желания. Это вчера я вас предупредила, потому что это уже беспредел, это уже начинается 37-й год. Это уже Гитлеру не снилось то, что сейчас хотят сделать. Это вообще дебилизм какой-то. Какой имеет право кто-то заходить? Может, они намеренно придут, вас заражат. Может, они мошенники. Понимаете? Откуда я знаю, с чего я должна довериться, открыть дверь? Кто вы такие вообще? Еще и стоят твари, пугают прокуратуры, милиции. Вообще охренели, вообще оборзели.
Им кажется, что у милиции, прокуратуры и прочее, прочее одни права, знаете, обязанностей нету. Нами правит закон, регулирует наши отношения закон. И одна сторона и вторая сторона должны подчиняться закону. Если человек в форме не подчиняется закону, то он превращается просто в обычного гражданина, который где-то добыл форму полицейского. Он уже не есть представитель закона, потому что представитель закона должен руководствоваться законом. Понимаете, недостаточно одеть халат врача и кидаться на людей, значит, и брать у них анализы на улице. Недостаточно напялить на себя погоны и кидаться на людей, значит, пихать их в эти машины и увозить. Сегодня смотрела ролик, где в Испании аплодируют мусорам, которые бьют человека дубинками за то, что он вышел на улицу. Видимо, у него просто уже нервы сдали. И вот стоят рабы по балконам и аплодируют. Вот пока вы такие рабы, вы в загонах будете сидеть. Если вы радуетесь тому, что бьют человека, а не возмущаетесь беззаконию, значит, вы так и будете сидеть по углам, понимаете? Уже этот цирк настолько уже дошел, что уже все там коронавирусами болеют, прямо все. И самое интересное, все болеют, и никто еще из этих верхушек не помер. Понимаете, хотя все время орут, что все умирают от этого. Но они почему-то не померли. Никто, причем в рабочем состоянии сидят, прекрасно ведут беседы, будут работать, всегда на связи, но болеем. А для чего это топорный спектакль? Для баранов дальше продолжается. Так что нам очень нужно в это время защиту, чтобы оградить себя от беспредела. А беспредел просто всюду и везде. Полностью. Только я хочу этих врачей предупредить. Вы знаете, психбольных тоже немало. И вот эти бабы, которые по домам ходят, очень легко и просто могут стать жертвами маньяка, насильника, кого угодно. Очень просто. Помните, как один полоумный там в бункере держал двух девчонок? Очень просто. Никто не знает, куда эти врачи пошли, по каким адресам. Вы просто очнетесь в бункерах каких-то, вас будут пытать и делать что угодно. Психбольных людей тоже хватает. Хватает полоумных людей. Сейчас тем более пьют, у них вообще крышу сносит. Не ровен час, когда к вам выйдут с винтовкой, понимаете, отстрелят вас, им пофигу, что потом будет дальше. Просто имейте в виду, правда, реально, когда, знаете, вы слишком вот прям вот этим вот медвежьими шагами идете к людям, прям готовы снести им заборы, двери, заходить куда хотите, как будто это ваше жилье. Будьте готовы, что там тоже могут быть медвежьи шаги. Очень может быть, что психбольной, неуравновешенный человек просто вас прирежет и похоронит у себя в саду. А потом ищите, врачей. Понятное дело, что вам дают деньги за то, чтобы вы просто делали людям либо прививки, либо вакцины, либо хрен знает что, либо все это сваливали на какой-то вирус. Это понятно, мы уже все поняли, что главврачу дают деньги, и поэтому всех приписывают туда. Мне сегодня целыми днями, целыми сутками приходят СМС, что вот там-то предложили 200 тысяч, чтобы приписать вот эту болезнь, значит, туда. Вот тут-то предложили, моим родственникам предложили, понимаете? Так что даже если вы, кто-то человек там повесился, его сняли с петли, все равно его припишут на коронавирус. Потому что за это они получают деньги. Вот и все. И в пустых больницах катаются, там играют в жемурки и пишут, что они день и ночь в масках сидят и прям спасают жизни. Хватит, вот реально хватит. Идите, втирайте этим баранам. Следующий момент. Церковь восстала, как я вам и говорила. Все, начались проклятия в сторону власти и так далее. Вот эти жополизы, значит, уже резко стали на сторону народа. Почему? С чего это происходило? Никогда в жизни они в сторону народа не вставали, никогда они не вставали между людьми и ОМОНом, никогда не говорили «не бейте людей», никогда в жизни ни одного священника мы никогда не видели нигде, чтобы они встали грудью за народ и прям, знаете, спиной прикрывали людей. Этого не было. Но как только их денежки стали уменьшаться, как только в церковь меньше народу стали ходить, тоже, наверное, у боженьки тоже, знаете, карантин, он сейчас, ему некогда их спасать. И тут же церковники пошли против власти. Сейчас начнется такая каша, что очень даже каша. Но только ради своего кармана. Испокон веков они всегда делали так. Они только ради своего кармана. Люди умирали на улицах, падали в обмороки, а в церквах был золотой иконостас, понимаете? Там мешками патриархи прятали свои денежки. И так было всегда. Поэтому нечему удивляться. Все, запретили в церковь ходить, все, антихристи, еретики, будьте прокляты, и пошло.
как говорится, по сценарию. Итак, в такие времена, в такие непростые дни нам нужна защита. Нам нужно все время обновлять свою защиту. Это защита через силу огня, раскрывающая двери и призывающие духи ваших предков. Кроме духов ваших предков и стражников ночи. Это проводится ночью, но поскольку я вам обещала отдельно дать эти ритуалы, я провожу сейчас. Я прочитаю несколько раз, вам нужно читать 6 раз. Значит, после того, как я покажу, что здесь делается, если кто смотрел вчера, оставляйте догореть свечу, тушите огарок свечи, можете просто выкинуть. Продукты оставляйте до утра, утром выкидывайте. Еще раз напоминаю, еще раз говорю, что духи, силы, души питаются молекулами, ароматом еды. Когда еда обесточена, то есть с него выжато, уже взяли вот самый вот этот смак, все, еду можно просто выкинуть. Вот этот хлеб, соль просто выкидывайте, воду можете вылить. Можно на землю, можно, в принципе, в раковину, это не страшно. Итак, я читаю вам. Хочу успеть просто вам эти все ритуалы сегодня дать, поскольку я понимаю, что эфир не загрузился, и многие очень переживают и хотят. Эти 3 ночи очень сильные. Правда, Вальпургиева ночь сильнее всего 1 мая, но эти 3 ночи очень сильные. Священный огонь, священные ночи, я зову твою силу, открой двери в Навь, соедини воедино Навь и Явь. Через то соединение услышится моя мольба, и откроется дверь защиты и спасения. О стражники врат, дети тьмы, о тени предков, души рода и стражи ночи, все, кто рядом, все, кто слышит, внемлет и приемлет мою просьбу. Я прошу защиты себе и своим детям. От властей, от смерти ранее, от болезни и плена, от нападений, от ограблений, от супостата и вора, от сумы и тюрьмы. Сохрани и сбереги мир духов и душ. Кто меня слышит, кто внемлет, кто мою просьбу приемлет, защитите нас, и вам воздастся. Да будет так, заклинаю. Может только мать или отец читать для своих детей, кровных. Не для внуков, не для приемных детей. Это не подходит. Уже отвечала. Только для кровных. Не называйте их имена, не нужно. По закону вашей крови, по силе крови оно передается, эта защита. В наше время лучше это делать каждую неделю, пока вот это мракобесие чуть-чуть не отсеется. Правда, Арес пришел на землю, очень многое началось. Вы даже удивляетесь тому, сколько стало смелых людей, как люди выступают уже, как люди открыто говорят и так далее. Было время, когда все молчали просто от страха. И сейчас вы видите, что вот дух воина все-таки пришел на землю. И я вас попрошу продолжить, опять же, вызов войска Ареса. Продолжайте, вызов Ареса делайте. Намного, чем чаще, тем лучше. Извиняюсь, забыла зажечь свечу. Сейчас зажгу и прочитаю еще раз. Священный огонь священной ночи, я зову твою силу, открой двери в Навь, соедини воедино Навь и Явь. Через то соединение услышится моя мольба, и откроется дверь защиты и спасения. О стражники врат, дети тьмы, о тени предков, души рода и стражи ночи, все, кто рядом, все, кто слышит, внемлет и приемлет мою просьбу. Я прошу защиты себе и своим детям от властей, от смерти ранее, от болезни и плена, от нападений и от ограблений, от супостата и вора, от сумы и тюрьмы. Сохрани и сбереги мир духов и душ, кто меня слышит, кто внемлет, кто мою просьбу, приемлет. Защитите нас, и вам воздастся. Да будет так, я заклинаю. Все, дорогие друзья, это загрузится. Я сейчас делаю второй ритуал денежный. Извините, не до конца. Когда это прочитали 6 раз, после говорите. Свидетели мне, сила огня, воды, земли и неба. Делю с вами хлеб-соль. Макайте, и кусок нужно есть. Запивайте водой.
Теперь я одна из вас. Примите меня как кровную сестру или как кровного брата. В тот раз сказала, немножко по-другому, это не имеет значения. Смысл один и тот же. Примите меня как кровную сестру. И раз уж я ваша, то вправе просить вашей защиты и получать ее. Да будет так. Оставляйте это до утра, потому что вам ночью нужно делать. Ну, в сумерки. После 9-10 ночи. До утра и утром это все выкидывать, воду вылить. Свеча должна догореть. Это все. Итак, огненную защиту я вам дала, точнее, через силу огня. У нас несколько таких работ через силу огня, и они очень хорошо получаются, особенно у огненных знаков. Но, в принципе, такие работы, они, конечно, у всех получаются. Теперь перейду я к второму ритуалу, пока загрузится, и подарю вам денежный ритуал в том числе, как обещала, чтобы вы не переживали. Все, всем удачи!